Привет подписчикам и гостям канала Travel.nrf. Меня зовут Алик. Недавно мне удалось посетить место съемок моего одного из любимых советских фильмов «Мимино». Это город Тель-Авив. Поэтому я для вас сделал небольшой обзор этого старинного города. В этом видео я покажу вам наиболее значимые его достопримечательности, которые я смог посетить за один день. Попутно будем искать места съемок фильма «Мимино». Ну а в Тель-Авив мы добирались на небольшом автобусе с города Сигнахи. Время в пути заняло чуть более 1 часа, и у нас была возможность любоваться красивыми видами Алазанской долины. Посадку разрешаю. Ну вот мы и на месте. Здравствуйте. Давайте теперь прогуляемся по улочкам этого города, а я вам немного о нем расскажу. Тель-Авив – это средний по сравнению с другими городами Грузии город, где проживает около 20 тысяч человек. Тель-Авив – это столица большого края Кахетия. Расположен он на живописных склонах цепи Гамборского хребта, разделяющего долины рек Алазани и Иори. О Тель-Авиве стало известно в 1 веке до нашей эры. Его история насчитывает уже 3 тысячелетия. Древний Тель-Авив являлся крупным торговым центром на караванном пути с Ближнего Востока в Европу. В 16 веке Тель-Авив стал столицей Кахетинского княжества. Несмотря на непростую историю Кахетии, которая на протяжении многих веков подвергалась разрушительным набегам, местные жители, кахетинцы, не утратили своей душевности и радушия. В наше время Тель-Авив называют центром виноделия в Кахетии, а кто-то даже скажет, что и во всей Грузии, так как в Алазинской долине, расположенной вокруг города, произрастает огромное множество автохтонных сортов винограда. В Тель-Авиве можно найти комфортные отели, хорошие рестораны, а самое главное, невероятные по своей красоте виды на Алазанскую долину. Спасибо! Как и многие города Грузии, а также можно добавить и Армении, Тель-Авив получил серьезное развитие в советский период. Так, с 1922 года городу придали новую планировку от его центра. Правда, только с 60-х годов начали стройки новых многоквартирных домов. В городе вы увидите классические грузинские постройки и дома, выполненные в стиле сталинский ампир. В молодой демократической Грузии в 2012-2013 годах, когда была проведена частичная реконструкция города, появилось несколько новых симпатичных улиц, домов и зданий. Есть версия, что дальнейшей реконструкции города помешала смена власти. На президентских выборах 2018 года Саломе Зурабашвили именно в Тель-Авиве набрала меньше всего голосов. Но именно в Тель-Авиве 16 декабря этого же года прошла ее инаугурация. Валико, что она хочет? Из-за чего полиция перекрыла всю Кахетию, но все равно не обошлось без драк и протестов. В настоящее время город продолжает активно развивать туристическую сферу. Тель-Авив, как вы уже поняли, городок небольшой, но он очень уютный, комфортный и облагороженный. Главная достопримечательность города – это крепость, построенная в 17 веке. Она называется Ботанист-Цехе, что в переводе означает «господская крепость» или «крепость господина». Она представляет собой сохранившееся сооружение персидского замка царей Кахетии. Как раз прямо в этом месте снимали вот эту легендарную сцену. Друг, это какой город? Тель-Авив? Крепость реконструирована в 2018 году. На ее территории находится замок, крепостные стены с башнями, царская часовня, музей с археологическими и этнографическими экспонатами, рукописями и картинная галерея. После вхождения Грузинского царства в состав Российской империи в 1801 году генерал-майор Василий Гуликов в 1802 году выбрал замок Тель-Авив в качестве своей штаб-квартиры. Можно? Рядом с крепостью расположен памятник царю Ираклию II. Этот царь известен тем, что 21 декабря 1782 года, следуя советам русских дипломатов, обратился к русскому правительству с просьбой принять Кархи Кахетинское царство под покровительство Российской империи. Извините, назвали. Мы все проебали. Съездили мы и в аэропорт, в котором работал Мимино, и снимались данные сцены.
Гиви Иванович, дай ключи от машины. Это горный аэродром, находится в ущелье Алзани. Рядом с равнинами горы. Здесь время словно остановилось. Та же беседка, где сидел начальник аэропорта Гиви Иванович. А вчера Надя там под сиденьем помаду нашла. Да и зал ожидания не очень изменился. Разве что стены теперь другого цвета. Аэродром, ангары и взлетная полоса долгие годы были в запустении. В 2016 году аэропорт снова открыли. В ангаре появились новенькие легкомоторные самолеты. Они принадлежат учебному центру авиационного института. Восстановленный аэропорт стал полигоном для практики будущих «Соколов». Здесь есть все, что необходимо для курсантов, которые решили стать настоящими мимино и связать свою жизнь с большой авиацией. Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк или дизлайк, как хотите. Но колокольчик включите обязательно, чтобы не пропустить следующие видео на моем канале. Также можете глянуть и другие видео об Грузии, я сделал их уже 2. Да, и напоследок добавлю. Компания Travel NRF организует туры в Армению, Грузию, по Краснодарскому краю и Кавказу, а также индивидуальные экскурсии на курорты Черного моря. Если вам интересно, ссылку с сайта оставлю в описании. Всем удачи и пока!